Всем привет! Сегодня Кома Болонья. Первый домашний матч серии А в новой истории клуба Кома. С 2003 года у них не было тут матча серии А, и вот я буду на нем. Потом еще поеду на Милан-Венеция. Огромнейшая делегация гостевых фанатов из Болоньи, потому что для всей серии А выход Кома — это событие. И все хотят побывать на новом для них стадионе и пробить этот выезд. И, понятно, куча полиции. В общем, сегодня беспрецедентное событие для Кома. Стадион Джи Сенегалия построен в 1926 году. Кассы работают, но я не знаю, чего тут стоят люди, потому что, в принципе, давно sold out. Наверное, они ждут информацию о том, что билетов нет. Ну, либо, может, там какие-то с абонементами манипуляции, что-то такое. Было слишком ветрено, решил поберечь ваши уши, озвучить дома. Это очень красивый путь к стадиону, то есть вот ты идешь и уже глаз радуется, наблюдает за этими красотами. Вот слева яхт-клуб, справа стадион. Вот это как конструктор, вот такая, видите, наборная трибуна, это трибуна фанатов Кома. А вот это второй контроль, вначале проверяют документы, потом вы проходите этот гейт и оказываетесь на стадионе. Я захожу на стадион Кома. Ну, такой тут забор не самый приятный в начале. Вот уже фанаты готовы. Добавили в этом году новые бары. В прошлом сезоне я был на этой трибуне. Баров еще не было. Смотрите, это sold out, конечно. Негде стать. Вон трибуна фанатов Кома. Оттуда невероятный вид и на поле, и на горы. Я очень хотел купить там абонемент, но был в самолете в начале продаж и не успел. Абонементы на этот стадион разошлись примерно за час. Такой ажиотаж. Но мне повезло его купить. Правда, к сожалению, не в том месте, где я хотел. Место у меня так себе. Но годовой абонемент стоит порядка 470 евро. Но я понимаю, если бы я не купил абонемент, то попадать на этот стадион будет практически нереально. Потому что всего 13 тысяч человек. В прошлом сезоне это вообще было 6 тысяч. Его не хотели допускать в серии А, но вот экстренно реконструировали эту трибуну, добавили мест, и на этот сезон тут будет 13 тысяч. Один из них буду я практически на каждом матче. Это гостевая трибуна, ее тоже расширили по сравнению с прошлым сезоном. Сегодня там фанаты Болоньи, но автобусы опоздали, поэтому они еще ее заполняют. Это вид с моей трибуны, но если стоять спиной к полю. Но если бы мне удалось взять билет на трибуну, которая за воротами, куда я хотел, то я бы одновременно видел и всю эту красоту Кома, и поле. Было бы круто. Команды появились на поле, играет скин серии А, такой долгожданный для этого города. Я, конечно, ожидал от фанатов Кома какого-то более мощного перформанса. Ну, тоже неплохо. Вот такой вот треугольничек сделали. Кома 1907. Начали. Прямо со стадиона виднеется знаменитый фуникулер Кома. Вон там вот вагончики ездят. Можно подняться на ту гору, и там дальше можно подняться на маяк на горе. А вон какой вид на эстакаду гора. Ну, в общем, виды со стадиона даже с этой трибуны невероятные. Забивает свой первый домашний гол в серии А! А вон какая вилла виднеется со стадиона. Знаете, сидеть вот там вот и через окошко наблюдать за футболом. В этом году добавили табло. В прошлом его не было. Ну, вот такого цифрового, по крайней мере. По-моему, вообще никакого табло не было. Болонья известна своей достаточно мощной поддержкой на выездных матчах. Они в центре Италии, им везде удобно ездить, и они очень любят свой клуб. Смотрите, насколько расширили стадион для того, чтобы участвовать в серии А. В прошлом году на этой трибуне было только 2 маленьких блока, я сейчас добавлю сюда видео, но за счет вот расширения вот этой центральной трибуны на такое огромное количество мест команда получила возможность играть в серии А и практически удвоила вместимость стадиона. 1-0, Кома ведет к перерыву, а Болонья уже в среду будет играть матч Лиги Чемпионов против Шахтера. Буду снимать для вас этот матч. Поэтому, считайте, Кома сейчас сыграла на уровне команды Лиги Чемпионов.
Ну, понятно, что Болонья в этом сезоне это не та Болонья, что была в прошлом сезоне. И в Лиге Чемпионов им будет тяжело. Но для Комо это приятно. Конечно, хотелось бы записывать для вас видео на фоне озера, но сейчас очень ветрено. Хочу сказать, что у Комо очень амбициозные планы, у них новые владельцы, состояние владельцев 44 миллиарда. То есть это больше, чем у всех остальных владельцев серии А клубов вместе взятых. Это самые богатые люди Индонезии. Это не значит, что Комо самый богатый клуб серии А, но это значит, что в принципе у клуба есть перспектива и есть куда расти. Как видите, уже в серии А. И поднялись с низов, потому что у клуба были большие проблемы до этого. Можете себе бесплатно взять журнальчик с первого матча домашнего Комо. Главный тренер Комо, известный испанский футболист Цеск Фабригас. А президент клуба, бывший капитан Челси и игрок сборной Англии Деннис Уайс. То есть люди, понимающие в футболе. Среди акционеров Терри Анри. В общем, ну, Комо серьезный проект, которым сейчас занимаются серьезные люди. Второй домашний гол для Комо в серии А. Ну, они молодцы, это против Болоньи, против команды Лиги Чемпионов. Напряженные минуты, когда гол проверяют варом. Ну, в общем, без вара было круче. Сейчас вот типа все порадовались, а судья может сказать, да нет, гола не было. Хотя, в принципе, ну, выглядело чисто, то есть, ну, ищет к чему придраться. Вот, уже минут 5 мы чего-то ждем, видимо, там какое-то сложное решение, уже второй мяч взяли, чтобы не скучать. Знаете, насколько это убивает динамику просмотра на стадионе и трансляции. Ну, гол в итоге засчитали, но 5 минут мы просто просидели и просмотрели на стоячих футболистов. Основной гость журнала Пепе Рейна, легендарный испанский вратарь, ну, уже в возрасте, правда, поэтому неизвестно, как он будет тут играть. Сегодня не он стоит на воротах. Но чисто медийно это хорошее приобретение. Все-таки за клуб играет чемпион мира 2010 года и двукратный чемпион Европы. Это серьезно. Болонья забивает 2-1. Закончили 2-2, хотя 2-0 выигрывали. Конечно, хотелось бы победу в первом матче домашнем. Но ничья с командой Лиги Чемпионов тоже неплохо. Запечатлен момент промоушена Комо в серию А. Это их бары. Чувствуется, что стадион старый, а вся центральная трибуна должна вот выйти через вот эти маленькие ворота. Как бы, ну, надо как-то это исправлять. Что пробки на выход. Но зато выходишь и сразу яхт-клуб. Было бы неплохо, если бы у меня там яхта была припаркована, но пока нет. Вот хотя бы такая для начала по выходным по озеру гонять. Хотя в современном мире, возможно, нерентабельно покупать, проще арендовать, если я там какой-то заядлый яхтсмен. А так, иногда, в общем, надо уметь считать. Выходишь со стадиона, и тут такие виды. Ну, прекрасно же. Это ж кайф ездить на Комо. А тут аэроклуб. Я, кстати, летал как-то на самолете над Комо. Обычный домик на набережной Комо. Стадион находится, собственно, в продолжении вот этой прекрасной центральной набережной. Конечно же, в сувенирных магазинах уже продаются флаги клуба Комо. Так выглядят местные городские автобусы. В общем, тут все в символике Комо. На домах баннеры. Потому что для такого маленького городка выход в серию А — это, конечно, очень значимое событие. В целом, Комо — маленький благополучный городок, куда я и раньше был рад приезжать. И рад, что в этом сезоне я буду приезжать сюда еще чаще, благодаря клубу Комо. Посмотрите, какая тут прекрасная главная площадь. А вот фасад их собора. В общем, тут люди живут сыто, благополучно. Этот город известен во всем мире. Ну, то, что тут вилла там у Джорджа Клуни на озере, это все об этом говорят, у Брэнсона. Ну, и поговаривают, у Андрея Шевченко тут есть своя недвижимость на озере. В общем, город привлекает мировых знаменитостей. Ну, и меня привлек. Лучший перекус между матчами — это поки. А когда еще и с таким видом, ну, Комо шикарно. Старая версия муралов.
это выложено из какой-то плитки. Вот они, типичные улочки Комо. Ну и с чем может идти ребенок, как не с мячом и в форме Комо. Городок, конечно, невероятно атмосферный, с такими зелеными арками. Вот магазин футбольного клуба Комо. Сейчас заглянем. Они, конечно, работают над своей формой, над брендингом. Такая картина у них в магазине. Они разбирают футбол, тактику, потому что футбол это про тактику, это не только про то, чтобы быстро бежать. Про победы, про радость. Вот их трофеи. У них есть кубок победителя серии D. Ну, конечно, статусность трофея так себе, но хранят. Все вот выставлено в магазине. В общем, Комо — город для того, чтобы получать удовольствие. Эти люди отдыхают. Пора покидать Комо. Самое сложное в Комо это было найти место для парковки. Отдал за парковку 6 евро, но вы понимаете, 13 тысяч человек приехало, городок маленький, стать было супер сложно. Сейчас еду в Милан на матч Милан-Венеция. Венеция это еще один очень эстетичный представитель серии А в этом сезоне. О, посмотрите, вот, кстати, Болонья тоже уезжает из города. 40 минут, и я от стадиона Комо уже в Милане. Вот фанаты Милана готовятся к матчу. Люди до сих пор ходят в футболках Андрея Шевченко. Тут обычно на Сан-Сиро заезжает автобус с футболистами. И сегодня Ультрас объявили, что они будут встречать автобус и поддерживать команду, потому что они недовольны результатами начала чемпионата. И надо напомнить, что они Милан, что они чемпионы, и взбодрить парней. Но я минут на 5-10 не успел на эту встречу. Но, думаю, не последний автобус, заезжающий на Сан-Сиро. Сан-Сиро в кадре, всегда актуален. Вот фанат Венеции немного заблудился. Но, видите, это не Турция, тут он себя вполне себе спокойно чувствует. Бар Баретта, он вообще на севере Сан-Сиро, поэтому это скорее местечко Интера. Но и даже перед матчами Милана люди тут попивают пивко, едят. У меня есть коллекция мячей с финала Лиги Чемпионов. Этот бар настолько крутой, что у него даже есть свой магнитик. И копия Кубка Лиги Чемпионов, ну такая очень приблизительная, как раз того финала, который Интер выиграл в Мадриде. И картинка Интера, в общем, вы понимаете, чей это бар. Ну, это север. Перед матчами Интера тут не протолкнуться, но, видимо, для фанатов Милана это такое не очень популярное место. На Милан очереди на вход обычно больше и дольше. Но не потому, что на Милан ходят больше. Нет, на Интер ходят в среднем больше. Просто на Милане система входов хуже организована. Хотя стадион один и тот же, но они по-другому распределили гейты для входа. И вот имеем, что имеем. Видите, один и тот же актив, но им по-разному распоряжаются. И имеют разный результат. Великая история Интера и Милана. Подъем на Сан-Сиро, это, конечно, всегда прекрасно. Посмотрите на эти виды. Это небо. Вот это на горизонте виднеются Альпы. Кстати, вот эта вот сетка под чашей стадиона, это новшество, раньше не было. Теперь сделали, видимо, чтобы со старичка не сыпались части. С учетом того, что город небольшой и клуб небольшой, достаточно неплохо и ярко. Сегодня впервые в старте Милана выходит новый нападающий, которого взяли из Ромы, Теми Абрахам. Ну, не знаю, сомнительно. Он долго был на травме. Наверное, это не тот, кто должен быть в нападении Милана в таком великом клубе. Ну, посмотрим, может, он себя покажет. Курва Суд, конечно, зажигает в любую погоду. Всегда полная, всегда максимально поддерживает клуб. Первый гол. Почти весь матч.
пользу Милана. Первый гол Теми Абрахама. Ну, правда, с пенальти. К перерыву. Милан как-то и не заметил, что Венеция на поле была. Но оборона Венеции сегодня очень плоха. Закончили 4-0. Видимо, яркая встреча автобуса перед матчем дала свои результаты. Потому что они верят в свою команду, даже когда она проигрывает. Такой был футбольный день. 2 матча, 8 голов. Уже завтра еду на 2 других матча. В понедельник еду на выезд в Парму. Так что подписывайтесь, будет интересно. Спасибо за просмотр.